Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Василий, сегодня я ваш дежурный по музею. Мы находимся рядом с экспозицией «Колокола и колокольчики». Милости просим! Здравствуй, Антон! Привет, Василий! На нашей колокольной экспозиции можно некоторые вещи потрогать руками. Например, вот эти вот колокола. Действительно можно потрогать все руками? Но практически некоторые вещи из них можно и потрогать руками. Но также вы здесь можете услышать, как раньше в старину, в 19 веке, ехала тройка. А можно туда голову засунуть? Но лучше не нужно, потому что возникает привыкание. Тогда не буду. А это тоже как-то к колоколам относится, да? Но это относится к подвижным колокольчикам. Ты видишь перед собой дуги праздничные. То есть они украшали тройку, и уже к этим дугам подвязывался подвижный колокольчик. Как ты видишь, у нас этих подвижных колокольчиков здесь 72 штуки представлены. То есть они все разные, каждый мастер представлен. Хорошо, поддужные только вот этот вот, да? Или они вот... Ну вот они, да, они разной величины есть. Три, да? Они служили как сигнальная функция. То есть, как сейчас проблесковый маячок, аналог. Я понял. То есть у каждого вот этого вот предмета есть своя какая-то функция, да? Да. Оповещение. Будильник для чего? Будильник это тоже элемент украшения, дополнительный звуковой эффект. А он какую функцию выполнял? То же самое, то есть сигнальная функция. Чтобы волк в лесу знал, что едет еда. А тут получается, ну, по сути, интерактивная экспозиция, то есть можно самому позвонить вот в эти вот штуки. Да, действительно, эти предметы называются колокола, и вот этой деревянной кияночкой ты можешь аккуратненько попробовать извлечь звук. А почему отличается? В колоколе не одна нота, там целое созвучие. Есть основной тон и есть ряд обертонов, которые человеческое ухо иногда не слышит. Ничего не слышали? Рок-н-ролл. Давайте. Я теперь не буду год болеть. Рассказывай, что это за гильотина? Это не гильотина, это формы, точнее шаблоны, форма глиняная. По этим шаблонам как раз изготавливают ту форму, по которой будет отливаться колокол. Их две, и они вращаются по кругу, снимая остатки глины и выкатывая форму. Потрясающе. Их три формы. Первую ты видел, форма называется болван. Вторая фальш-колокол. Фальш-колокол, фальшивый колокол. И третья это кожух. Благодаря этим трем формам рождается колокол. А фальш-форма это что? Это внутренняя часть получается, да? Или... Ну, это сам колокол, но пока из глины. На его место уже будет заливаться бронза. Заливаться она будет, соответственно, вот сюда. Да, при помощи первой болвана и при помощи третьей кожуха уже через верхнее отверстие заливается расплавленная бронза. А болван из чего? Болван глина. Ну, естественно. С чего же он может быть еще сделан? Интересно. А это тоже глиняная история? Да, кожух глиняный, и внутри отпечатывается все, что ты видишь на фальш-колоколе. И она не разрушается от такой температуры? Специально до отливки все эти две формы, болван и кожух, прокаливают до 80 градусов, чтобы получилась закаленная глина. Тогда
расплавленный металл не повреждает форму. Здорово. Сутки такая форма остывает, когда залили колокол. Потом форму разбивают и достают колокол. Прям разбивает? Прям разбивают. И не жаль? Ну, ценно то, что внутри колокол. Понятно. Но сейчас, конечно, многие производства добиваются многоразовых форм. То есть они льют по многоразовым формам. А это старая традиция, которую мы, собственно, и показываем на нашей экспозиции. А много производств вообще льют? Но сейчас насчитывает 5 таких достаточно крупных, из которых самый первый это Воронеж, завод Вера. Ну, рядышком с нами Тутаев, 2 брата Шуваловых льют, которые тоже подхватили. Вот они именно по этой старой традиции и льют, которые после отливки форма разрушается, достают колокол. Приходите сюда, здесь круто.